Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Расплата Германии за отказ от атомной энергетики. Мерц посетовал, что энергопереход ФРГ теперь самый дорогой в мире, и он не знает другого государства, где этот процесс был бы сопоставим по сложности и затратам. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, что же это за затраты и насколько успешно получилось. Ну, получилось прекрасно. Германия является страной, которая стремительно сокращает производство электрической энергии с использованием угля. Она прекратила в 2023 году полностью, окончательно производство электрической энергии на атомных электростанциях, ну, потому что они были ужасны. Почему они были ужасны, чуть позже скажу. И сейчас Германия стремительно идет по пути наращивания доли возобновляемых источников энергии. И вот тут позволю себе сделать небольшое многоточие, но хорошо заметное, и вернуться к теме атомных электростанций, а также к контексту, в котором Мерц делал эти заявления. Делал он эти заявления на встрече с бизнесом. Это нужно понимать, потому что у бизнеса есть определенные вопросы к руководству Германии. Кстати, к Меркель были вопросы, к Шольцу были вопросы, к Мерцу есть вопросы. Вопросы следующего характера. А почему мы платим так много за электрическую энергию? И не стоит ли с этим что-нибудь сделать? Проблема немецкой экономики в целом, кстати, когда мы говорим про проблемы в немецкой экономике, это не означает, что мы отрицаем существование проблем в других экономиках. А то у нас бегают некоторые люди, которые считают, что если мы говорим, что проблема есть где-то, то в других местах проблем нет. Нет. Просто сейчас мы говорим конкретно про Германию, про ее неблагополучный опыт в области энергетики. Ну и в качестве примера, полагаем, Германия является страной, про которую надо говорить почаще. Поэтому сейчас мы говорим про проблемы в Германии. Предлагать нам говорить про проблемы где-то еще в разговоре про Германию не надо. Большое спасибо за понимание. Так вот, проблема немецкой экономики заключается во многом в цене энергоносителей. Притом будет крайне несправедливо сказать, что проблемы возникли после 2022 года включительно. Проблемы накапливались много-много-много-много лет. Собственно говоря, Германия была одной из стран, которые быстрее всех начали проводить реформы в области энергетики. Может быть, не столь стремительно, как хотелось бы отдельным кругам в Германии, но гораздо быстрее, чем, пожалуй, это следовало делать, как, опять же, демонстрирует нам опыт. О чем, собственно, речь? В конце нулевых годов были приняты, основные документы, отталкиваясь от которых были приняты уже другие документы в последующие годы, и в общем и целом они сформировали целый комплекс законодательных неких нормативно-правовых актов, которые регулируют, ну, реформы в области энергетики Евросоюза в целом и Германии в частности. В рамках этих реформ подразумевалось увеличивать долю возобновляемых источников энергии, это среди прочих мер. Далее к ним добавилась такая мера, как отказ от угля, а персональная Германия взяла на себя повышенные обязательства, заключавшиеся в том, что давайте мы закроем атомные электростанции. Атомные электростанции обеспечивали порядка 20, точнее, занимали порядка 22 гигаватт в суммарной установленной мощности в Германии, но при этом, когда мы говорим про атомный гигаватт, надо понимать, что его вес, как бы странно это ни звучало, больше, чем у солнечного, чем даже у газового, чем у угольного, чем у ветрового, тем более. Почему? Потому что кроме номинальной мощности вот этой, 22 гигаватта, важно понимать, каков был коэффициент использования установленной мощности. То есть установленная мощность 22 гигаватта. Но как часто эти 22 гигаватта обеспечивали выработку электрической энергии? Каков процент? А процент получался, как всегда, у атомной генерации от 80 до 90%. При том, что коэффициент использования установленной мощности на газовых электростанциях, если мы говорим про Германию, это крайне нетипичная ситуация для газовой генерации. Это проблема и специфика Германии. Так вот, в Германии газовая генерация опускалась до 20-22% коэффициент использования установленной мощности. При норме в 2 раза больше. Норма в 2 раза больше, то есть более 40%, а тут 20-22%.
Угольные электростанции долгое время занимали порядка 40% суммарной выработки. Коэффициент использования установленной мощности там был довольно высокий, как раз-таки больше 40, порядка 45 в отдельные годы. Но тут мы приходим к ветровой и солнечной генерации. Ветровая и солнечная генерации в Германии к настоящему моменту очень развиты. Более половины всей электрической энергии в отдельные периоды времени, в отдельные годы производится из возобновляемых источников. Значительную часть этих возобновляемых источников занимают ветровые, как сухопутные, так и морские ветроэлектростанции, а также солнечные электростанции. Но коэффициент использования установленной мощности у солнечных и ветровых электростанций кратно ниже, чем у атомных электростанций. У солнечных электростанций, ну, в среднем, там, порядка 15%, у ветровых электростанций, ну, может быть, 20-25%. То есть 1 гигаватт атомный может быть равен более чем 3 гигаваттам солнечным, прошу прощения, ветровым, а может даже 4 ветровым гигаваттам, а может быть равен, ну, почти 5-6 гигаваттам солнечного. Опять же, в зависимости от того, какой период времени мы берем и какой год рассматриваем. При том, что для солнечной и ветровой генерации вот низкий коэффициент использования установленной мощности на данный момент является проблемой неустранимой. Ну, например, ветер дует не всегда. Даже если вы поставите аккумуляторы, которые будут накапливать электрическую энергию, это не повысит значительно эффективность просто потому, что вы не заставите ветер дуть чаще. И не заставите его дуть с определенной эффективной скоростью, при которой выработка максимальная, максимально эффективная, и не надо останавливать ветроэлектростанции. При определенной скорости ветра это нужно делать. Солнечная электростанция аналогична, но можно только добавить, что, конечно, при солнечной генерации вы можете поставить аккумулятор и там излишки сбрасывать в эти самые накопители. Таким образом, вы получите некоторый прирост эффективности, но солнечный свет все равно ночью отсутствует. Ну, нету его, ну, никак вы не решите эту проблему, даже если очень хорошие аккумуляторы поставите. Поэтому когда избавились от 1 гигаватта атомного, это привело к открытию рыночной доли для сразу нескольких гигаватт солнечных и ветровых. А учитывая, что к тому моменту, когда было принято это решение, были заметны некоторые негативные тенденции в общей энергетике Евросоюза и энергетике Германии в частности, то это решение можно было воспринимать и как дань антиатомным настроениям, и как, ну, мне очень нравится называть это подсечно-огневой энергетикой. Когда вы, развивая один сегмент энергетики, приносите в жертву другой сегмент энергетики. Притом не потому, что этот менее эффективен, и вы его закрыли. Нет. Просто вот тот сегмент, который вы развиваете, без того, чтобы уничтожить вот этот вот более, может быть, даже эффективный сегмент, вот он развиваться не будет. И получилось, что многие реформы, которые в Германии, ну и в Евросоюзе в целом должны были стартовать в конце нулевых годов, в начале десятых годов, стартовали не в тех условиях, которые предполагались. Предполагалось, что энергопотребление будет расти, промышленное производство будет расти, спрос на электрическую энергию будет увеличиваться, и таким образом значительная часть прироста, скажем, ветровых и солнечных электростанций должна была компенсировать рост общего спроса на электрическую энергию. А спрос не рос. Особенно фактически до середины десятых годов вообще наблюдался кризис в европейской энергетике. Он особенно сильно бил по газовой генерации. Ее выработки в той же Германии находились на минимальном уровне, но с 2015 года началось некоторое восстановление, продолжалось до 2019 года, потом ковид, потом 2021 год, потом 2022 год, ну и в общем до сих пор проблемы лишь накапливаются. При том, что и до этого были, ну, нехорошие звоночки, например, в 2017 году, в начале 2017 года, ну, 9 лет назад, в Германии наступил, как они это назвали, красиво так, темный штиль, то есть ветер не дует, солнышко не светит почему-то в январе, вот, а достаточных резервных мощностей газовой генерации не завезли. И дефицит электрической энергии наблюдался продолжительный период времени, где-то там с неделю, полторы, вот, ну, потом ситуацию удалось как-то так разрешить. Кроме того, изменили нормативы по горячему резерву газовой генерации, ну и как-то больше с этой проблемой дальше не сталкивались.
Можно, конечно, предположить, что теперь с этой проблемой сталкиваются страны вроде Португалии и Испании, но ждем апреля, когда окончательные, или там конца первого квартала 2026 года, когда окончательные выводы комиссии, которая разбирается в отключениях в Португалии и Испании, вот когда эти выводы будут опубликованы, расскажем, кстати, я думаю, вам, что же там за выводы такие, но вот пока просто предполагаем, что это что-то было похоже на то, что было в Германии в 2017 году. Ну вот, еще раз, парировать риски, связанные с ВИА, удалось за счет увеличения резервов газовой генерации. Параллельно снижались мощности атомной генерации. Еще раз, это были антиатомные настроения, которые появились в марте 2011 года, когда произошла катастрофа на Фукусиме-1. И немцы, видимо, финансово заинтересованные в этом вопросе, стали говорить: погодите, у нас же тоже есть атомные электростанции. А это же ужасно. Смотрите, там было цунами, и из-за этого возникли проблемы. Ну и мало ли, вдруг в Балтийском море тоже произойдет цунами или еще что-нибудь нехорошее произойдет. Давайте скорее закрывать атомные электростанции. В условиях отсутствия роста спроса на электрическую энергию, по крайней мере того, на который рассчитывали, в условиях растущей доли возобновляемых источников энергии, это позволило открыть рыночное окно для дальнейшего роста ВИА без угрозы отключений в рамках энергосистемы системы в целом, при том, что вот еще раз, в 2017 году был нехороший звоночек, который парировали за счет газа. И дальше продолжили закрывать атомную генерацию. И вот мы находимся в 2021 году, не в 2026, давайте в 2021 остановимся. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что в Германии самые высокие цены на электрическую энергию для населения на планете Земля. Март 2021 года. Март 2021 года. Поставки газа из России идут. Никаких проблем, в принципе, с доступом к энергоносителям нету вообще ни у кого, никаких. А электрическая энергия, вот она какая. А почему? А потому что вы перегрузили свою энергосистему ВИА, который требует поддержки. Да-да, часть поддержки была снята, я понимаю, да. Но в тарифе убрали вот эту составляющую, в кавычках, зеленую составляющую из тарифа убрали. И в целом, какова налоговая составляющая в конечной цене электрической энергии? Неплохо было бы уважаемым господам, проживающим в Германии, помнить про налоговую составляющую в конечной цене. Потому как, когда говорят, ну, проблемы возникли из-за России. Позвольте. А из-за кого возникали проблемы в 2017 году? Из-за кого возникали проблемы в 2021 году? Почему электричество для населения было самым дорогим? И вот сейчас, завершая, замечу следующее. Что Мерц пытается продать бизнесу. Ребята, вкладывайте деньги в новые электростанции. Да, не говорится в какие, но все понимают в какие. С этой идеей бегала Меркель, с этой идеей бегал Шольц, буквально прописывая это в коалиционном соглашении. Теперь с этой идеей бегает Мерц. Ничего в этом плане не меняется и не может измениться. Они собираются строить газовые электростанции, которые потом можно будет переключать на возобновляемые газы. Некоторые вот упрекают, что а что ж вы забываете про биогаз? Хорошо, можно на биогаз переключиться, но в основном почему-то европейские политики упоминают водород. Мол, строите газовую электростанцию, а потом она переключается на водород. Но проблема в том, что европейский бизнес, вообще германский и немецкий в частности, в нулевые годы уже агитировали строить газовые электростанции, рассказывая о том, что будет золотой век газа и спрос на газ будет расти, строй быстрее газовую генерацию. Они потеряли миллиарды евро на этом строительстве. Вспоминаем, о чем я говорил, про низкую загрузку газовых электростанций и отсутствие подвижек в этом плане сейчас в Германии. Поэтому, ну, я думаю, Мерц еще не раз поговорит с бизнесом, рассказывая о том, что, ребят, нам очень сложно, нам так сложно, ай-яй-яй. Налоги снизьте и отмените реформы в области энергетики. И вам сразу станет легче, вам персонально, и бизнесу, и, что характерно, населению. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Присматривайтесь к таким вот примерам, которые подает нам Германия. В хорошем, если пример хороший, нужно присматриваться и использовать. Если пример плохой, присматриваться и не использовать. Вот об этом наше видео. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.